Ребята, всем привет, с вами Баджер, это мифические пазлы, и сегодня у нас будет короткий обзор на героя, которого я буквально вот только поймал. Это из призыва чемпионов герой, которого называют Артемида. Вот такой вот костюмчик на старую Артемиду. Буквально ловил я дракона, ловил, да не выловил, поймал Артемиду. В общем, здесь особо ничего и тестить-то не надо было, немножечко так погонял, даже не качал ее, чисто для себя понял, как оно все работает, удостоверился, что работает все так, как надо, ну и думаю, ладно, все равно найдутся люди, которые тоже ее поймали, и, возможно, кому-то будет интересно мое мнение. Вот, значит, Артемида, как минимум старая Артемида, она была когда-то давным-давно еще в призыве там Геркулеса. Это ж был когда-то очень-очень давно такой ежемесячный ивент. Вот, в принципе, улучшили по силе. По сравнению с старой, там 826, сейчас было 781. Из ключевого добавили еще вот эту семью Олимпа. Как ни странно, но вот старая Артемида, она хоть и была в том призыве, но у нее не было семьи. Если честно, то семья днище. Бонус там защита и плюс лечение вообще не рулит нигде. Это не набор маны, не атака. Там, короче, ничего интересного. Поэтому дали, да и дали. У меня, если честно, с этого Олимпа, с этой семьи есть кто там, Ипполита четверка, есть Гера, кстати, вот зелененькая, и Цербер. По-моему, у меня все. Ну и честно, вот, короче, можно было не добавлять. Просто, семья есть, да и хрен бы с ней. Класс, на самом деле, остался такой же самый. Чародей, этому герою он более-менее подходит. Потому что все-таки это массовик-затейник, и чем больше бафов, тем получается не только будет больше там работать ультимейт, а еще и больше урона будет наноситься из-за класса. Вот. Немножко по статам добавили в костюм всего, кстати, всего по чуть-чуть. Там немножко атаку добавили, чуть-чуть добавили и броньку, и хитпоинтов чуть-чуть тоже навесили. Особый навык немножечко поменяли название, но это не суть. Называется Серебряный удар Луны. Скорость высокая, так же, как и было у изначального героя. Ну и, собственно, самое интересное, что она делает. Вообще, в чем, начнем давайте с того, в чем кардинальная разница со старой Артемидой. В том, что у нее, там, грубо говоря, немножечко перевернули последовательность ультимейтов. И это делает буквально из обычного героя топового. По крайней мере, в современной мете. Если в начале у изначального героя там был сначала урон по всем, потом срез атаки, потом дополнительный урон льду и дебаф, точнее диспел с врагов, то сейчас вот самое ключевое, это как бы самым первым идет. Артемида сначала снимает все бафы с врагов. И еще плюсиком уменьшает максимальное количество здоровья у каждого врага на 80 за каждый снятый баф. И максимум, соответственно, до 240. Естественно, каждый враг считается отдельно. То есть 4 бафа с врага, господи, 4-3, конечно же, можно снять. И это на самом деле прикольно. То есть мы не только наносим урон, а еще и верхний лимит по хпшкам снимаем. Это достаточно интересно. Максимальное здоровье, как это уже положено по стандарту, не может быть опущено ниже 30% от исходного. Увеличился у костюма исходящий урон по всем врагам. Если раньше было 143, то у костюма 200% по всем. И я вам скажу, что это, окей. Это, в принципе, не тот герой, который будет основным дэмэдж-дилером, но почему бы не пройтись 200, учитывая еще то, что по льду мы будем навешивать там дополнительный урон, соответственно, там, 1,5 раза, да, будем больше наносить урона конкретно по льду. Это очень круто. И срез по атаке также повысили по сравнению с стандартным этим героем. Если у стандартной Артемиды было 34% срез, то у этой 44%. И на 4 хода, в принципе, классный дебаф. Получается, что вот такой универсальный какой-то получился герой. Во-первых,
классно, что снимает бафы. В эпоху Данте это, ну, очень-очень круто. И лично мне это классно зайдет. У меня не так много всяких таких диспелов, которые работают особенно по многим героям. Урон наносит окей. Дебаф на силу атаки тоже круто. Такой плотный, универсальный, хороший герой, который имеет ну, плюс-минус там базовый набор характеристик по ультимейту для среднестатистического героя. И в принципе, если так разобраться, то данный персонаж, он по факту может зайти там чуть ли не в любой тапок на войне. Это уже к тому, где мы можем ее использовать. На войне я стопудово ее буду использовать. Еще очень-очень важно, ребята, у этого героя есть прорыв лимита. А это значит, что она будет у нас так званая шестикамневая, ну по факту там пятикамневая. Но как бы 6 камней она уже готова снимать щиточки Данте. Это очень-очень круто. Поэтому я уверен, что на войнах ее лично я буду брать 100%. Советую вам тоже брать ее на войны. В ПВПшке, ну вообще она в ПВПшке хорошо себя чувствует, но нужно понимать, что это герой атакующий, это не герой защиты. Это такой полусаппорт, я бы даже сказал, хотя бьющий, да, это вот из таких можно там отметить, там Онид, например, вот из такой же стези, типа он как бы, вроде как и что-то и хилит, там вроде как и саппорт, но еще и бьет, при этом это всегда мелочь, но приятно. Поэтому это больше атакующий герой на ПВПшку. Титан нет, разве только у вас совсем-совсем начальный уровень, то можно срезать атаку ультимейтом Титанчику, чтобы ваши герои там стычки не отлетали. Ну, для меня на Титана она не пойдет, соответственно. И еще, знаете, наверное, я так думаю, что непосредственно на ежемесячных ивентах всяких она тоже в общем и целом может зайти. Если у вас там не шикарный пул героев, и вы эти все события на время не проходите там с лупихой, с печенькой или там какими-то мультишотерами другими. Если, например, знаете, вот на четверках очень круто заходит герой из этой же семьи, вот Ипполита. На четверках зеленая команда это рулящая команда, потому что она бьет по 180 и бьет по всем. И как раз таки на ивентиках она, ну, короче, самый-самый must-have, если знать там, что к ней собрать еще. Я думаю, что Артемида на самом деле плюс-минус может тоже быть и, там в этой же сфере работать. Ну, мне кажется, что там ее кормить маной и под срезами брони и стихийки она будет наносить нормальный урон. И давайте сейчас найдем просто какого-то героя, который нас, конечно же, не вынесет стычки буквально. Этот что там по бафам на себя какие-то бафы вообще навешивает. Ну, такое маловато. Надо, может, какого-то хиллера найти, чтобы просто продемонстрировать, как она работает. Ну, я-то уже пробовал, видел, но чисто ради интереса вам показать. О, слушайте, Дандолыч. И 5000, я думаю, она у меня не сдохнет. Потому что она прокачка 1-1. Значит, мне нужно 7 камешков. Так, 7 камешков. Да ладно, давайте прокидываться. Я просто хочу вам продемонстрировать ее ультимейт, как она снимает бафы, как она, соответственно, срезает потолок по хитпоинтам. Это рабочая тема, это прикольная штука. Так, и что? Ну, придется, наверное, да, вот так прокидывать. Я не хотел этого делать, ну, что ж поделать, что поделать. Давайте вот так. Есть, зарядились. Один бафчик, кто еще? Ну, Тюра. Давайте, что ли, его уж зарядим, попробуем. Я надеюсь, что он не убьет ее. Так, окей. Но теперь мне еще надо, чтобы и Дандола зарядился, поэтому мы, наверное... Ага, слушайте, да хрен. Они меня сейчас тут развалят. Стопудово развалят. Поэтому мне не вариант сейчас делать то, что я хотел. Окей, давайте взрываться. Я думаю, что сейчас она просто сдохнет. Давай только не убей, пожалуйста. Блять, убил. Ладно. Да, сорян. Сейчас мы, короче, это все переиграем. Надо было сразу показать, как она работает. Чисто на Дандола хотя бы снимает его эти щиточки, а то... Хотел как лучше, получилось как всегда. Сейчас быстро ищем 7 камней. Значит, нашли 4. Так. Нашли вот сюда. Хорошо. И снизу еще бы подошел какой-то. Ну, 3 подошло, окей. Как раз она заряжается.
Блин, плохо здесь, кстати, нет синих героев, чтобы посмотреть, что она на самом деле наносит немножко больше урона по синим. Смотрим. Ударила, срезала макс хпшечки. Тут на самом деле мало. Буквально там, ну, по 80 она сняла. Понятное дело, что если вы пойдете против каких-то там Лотес, там, Данте, у которого сходу уже будет 2 бафа, то есть и отхил, и щиток, это уже минус 160. Ну, короче, почему бы и нет? Это, знаете, 160 хп срезать со старта боя, по сути, это очень и очень потенциально на дальнейшее продолжение боя, на успешное его завершение. Вот, поэтому герой на самом деле достаточно простой, но при этом очень и очень актуальный. Я, наверное, ей поставлю 7,5 из 10. На прорыве она будет точно 8 у меня иметь. Ну, конкретно вот сейчас в таком виде это 7,5. После прорыва, которого я обязательно сделаю, я ей, конечно же, буду ставить 8. Это классный герой, который лично у меня будет играть в атаке, как полноценная саппортящая боевая единица. У меня не с чем придумать там какую-то тройку ударную, да и ну, ее работа это чисто отдельно стоять там где-то в уголке, зарядиться и снять все бафы с врагов. Поэтому, ну, ребят, давайте так, это 8, это топовый герой. Я надеюсь, что вам это видео понравилось. Знаю, что многие уже поймали этого героя. Надеюсь, вам была полезна эта информация. И спасибо, что посмотрели. Обязательно поставьте лайк, напишите комментарий. Всем удачи, пока.